Сегодня вашему вниманию я хочу представить мастер-класс, тему которого я немножко сообщу позже. Сначала я задам вам 3 вопроса. Ответить вы на них должны хором и быстро, не задумываясь. Какого цвета чистый лист бумаги? Белого. Какого цвета снег? Белого. Что пьет корова? Молоко. Вот. Корова пьет воду. Молоко. Почему же вы так ответили? Потому что у вас была ассоциация с цветом белый. Так, поэтому сегодня вашему вниманию я хочу предоставить мастер-класс использования кроссенс-технологий на уроках в начальной школе. Что же такое технология кроссенс? Кроссенс – это ассоциативная головоломка нового поколения. Слово кроссенс означает пересечение смыслов и придумано по аналогии со словом кроссворд, которое в переводе с английского языка означает пересечение слов. Мы все работаем с кроссвордами, знаем это пересечение слов, что это пересечение слов. Кроссенс – это пересечение смыслов. Оно включает как бы 3 понятия. Это и сюда включаются и головоломки, и отгадывание загадки, и ребусы. Прежде чем знакомиться и работать, как работает технология кроссенс, я хочу такую подготовительную работу сделать. Скажите, пожалуйста, найдите ассоциацию между ёжиком и елкой. Колючки. Что общего между рыбой и приложенным к кустам, губам пальцем? Тишина, молчание, да. Хорошо, это очень легкие примеры, они могут даже маленькому ребенку под силу. Теперь скажите, пожалуйста, что общего между Гераклом и овсом? Кто знает, как... Еда. Кто знает, как Геракл с римского языка переводится? Это Геркулес. А Геркулес, это Геркулес. То есть, нет, все те ответы, которые были, это тоже правильно. Не нужно никогда зацикливаться на одном вопросе. Познакомьтесь, пожалуйста, как читается кроссенс. Мы сначала как оно читается, а потом попробуем его объяснить. Итак, кроссенс. Самый распространенный вид – это улитка. Оно идет, смотрите, заворачивается как улиткой. Так, еще есть второй вариант, когда все 10 квадратов, это по-любому, когда все наружные квадраты объяснять 5. И последний, 3-й квадрат, это работа по периметру, или крест она еще называется. Но если вы обратили внимание, все 3 эти схемы, но оно все идет к центру, к центральному квадрату. А теперь давайте попробуем разгадать вот следующий кроссенс. Вот, найдем ассоциацию. Первая, вторая картинка. Найдите, что в них общего. Баба Яга и куры. Баба Яга и куры. Летают. Может, летают, да. Я, например, для себя это бабушка, у бабушки всегда есть. Так, 2-й и 3-й. Что общего между 2-м и 3-м рисунком? Беспорядок раса, еще. Здесь на переднем плане сколько у нас? 2, и здесь стоит 2. Здесь что общего? То есть 2 это плохо. Так, 6-й и 9-й. Дальше мы идем, заворачиваем улитки. 6-й Там и 9-й. где тепло и тепло, то есть живет где тепло, там море. Так, что тепло. Буратино, да, его обманули, получается, в смысле, что он глупый. Да, и его куда приглашали? В страну Дураков. В страну дураков. В страну дураков, хорошо. Теперь вот здесь потруднее 9-й и 8-й. Даю подсказку. Ну, если, как с моего понимания, может быть, Буратино это кто или что? Кто? Нет, вообще, я спрашиваю, это кто? Что? Ну, это что? При образовании кукол бабочка может сделать куклу. Да, это кукла для театра и куколка. Хорошо, 8-й и 7-й. Полет, а там крылья на машине. Крыло. Да, крылья на машине крылья. Это 7-й и 4-й. Машина на Дворники, на машине дворники. Дворники. Ну, как бы мы должны подойти сюда в центр, но я хочу вот здесь. 1-й и 4-й тоже связь можно определить. Метла. Метла. То есть
вот принцип кроссенса. Понятен? Хорошо. Ну а теперь, пожалуйста, как его можно применять, это мы объяснили. Сядьте, пожалуйста, парами, кто еще не сидит, и попробуйте определить вот это. Сразу это расшифровать тему классного часа. В этом кроссенсе зашифрована тема классного часа. От улыбки хмурый день светлый. Так, еще несколько минут, и кто-нибудь из вас попробует объяснить. А здесь какой принцип? Праздник. Здесь тоже улитка идет. Тоже улитка. И вот сюда, когда зайдете, вот это и есть тема зашифрованного классного часа. Доброты. Так, ваш ответ – тема Доброты. доброты. Вас? С праздником связано, шарики. Значит, Не какой-то выискивайте один какой-то рисунок. Так, ну давайте вместе учимся. Что вы здесь общего нашли? Первый, второй. Улыбка и песня улыбка. Второй и третий. Крошка. Крошка енот, и это крошка. Это пара. хлеб. Для птицы. Хорошо. Вот это пара. Четвертый. Птица летает, и цветик, семицветик летает. Нет, четвертый. Здесь вы, да. Хорошо. А еще можно? Или? Ну сказка о доброте же там. Да, и помощь. Нас, помните, она помогла мальчику. Хорошо. А вот здесь, почему я как не приняла сразу ваш ответ, потому что здесь что можно сказать, пятый и шестой? Вот тут летает. Вот тут как бы больше. Помните, она лепесточек, лети лепесток через это самое, и шарик летает. Так, хорошо. Шарик. Шарик. Так, седьмой, восьмой. Собака друг человека. Собака друг человека. И 8 и 9. Доброта. Дружба. Как бы больше, это зашифровано была тема дружба. Хорошо, молодцы. То есть, это не так и просто, как кажется сразу, но разгадывать кроссенсы проще, чем их составлять. Но если подготовить детям соответствующие картинки, назвать тему, я думаю, что у них это получится так, как и у вас. А теперь я попрошу сесть по 3 человека, потому что у меня 2 набора, и попробовать составить кроссенс. Вот этот квадрат, который со словом кроссенс, это центр. Это центральный. Итак, картиночка. Общий. Это центральный. Теперь нашего найдем что-то общее. Связано, а это... Да, он в центре. Он там как идет нумерация. А нам нужно самим разложить? Да. И сравним потом. Давайте пока мы конкретно. Так, а потом же будем ассоциации копировать. Ищите пары, которые ассоциации смогут найти. А тут смотрите, тут Новый год свечи. Вот это вот. Причем вот эти ассоциации. Вот эти вот. Все равно. Так, пожалуйста, ваша Нет. группа. Ширина Николаевна мы Пожалуйста. еще не знаем. Вот эти вот две. Подскажите немножко. Может нам. быть, Они грибы меня не так питают прижали. ежика, как Вера питает человека. Как бы. Изначально то, что вы делали, было более похоже на оригинал. Я только скажу так. Так, Федоровна, давайте тут. Кто вас объясняет? Так, мы это выделили. Значит, крест святыня, свечи церковь, свечи празднования Нового года. Дальше Дед Мороз, сказочный персонаж, ковбой. У нас идет. Ковбой всегда на лошади. Значит, ковбой это как защитник чем-то острие. Острое у ковбоя. Да. Значит, это острые колючки, острые. Хорошо. Здесь место. Хорошо, хорошо, отлично. Так, ваша группа, пожалуйста. Пожалуйста, ваша группа. Вот в первую очередь здесь у нас Новый год. Мы знаем, что к нам Дед Мороз приезжает как на санях и обязательно там лошадь.
Так, на лошади ездят ковбои, у них присутствует шляпа. Шляпа у нас следующая, связана грибок, тоже шляпка. Так, здесь ежик колючий, коса колючая. Коса немножко у нас ассоциируется со смертью. Поэтому здесь захоронение, отпевание, свечи. И свечи, естественно, Новый год. Так, отлично. У вас два правильных варианта, потому что кроссинг не может быть неправильным. У меня изначально был вот такой вариант кроссинга. Как я его объяснила, например, потому что готова не было ответа. Красная шляпка. Елка и елка. Новый год это елка. Елка это еж. Шляпка и шляпа. Да, здесь шляпа ковбой. Здесь я как бы соединила то, что лошадь сено косит. Коса. Коса смерть, захоронение. Храм, где отпевание идет, свечи и опять же Новый год. Но это все, что вы предложили, это все правильно. То есть интересно и детям, и они реально могут справиться. Какой же алгоритм создания кроссинга? Во-первых, нужно определить тематику, общую идею. Потом выделить 8-9 элементов, имеющих отношение к теме или идее. Сконцентрировать мысль в одном элементе, в центре, что будет. Выделить отличительные черты каждого элемента. Подобрать изображения, иллюстрирующие элементы. Можно подписать сразу, а потом уже изображения. Замена прямых образов символическими. Построить ассоциативную связь между образом и кроссинг готов. Применять его можно на любом этапе урока. Мы уже сегодня сталкивались, когда тема объявления, может быть позже, проверка домашнего задания с помощью кроссинга, рассказывать о материале прошлого урока, функция опорной образной схемы. Второе, формулировка темы урока, как мы делали сегодня, постановка цели урока. Найдите связь между изображениями, определите тему урока, определите, что мы будем делать. Третье, раскрытие информационного блока темы, поиск проблемы, виды, причины, черты, последствия чего-либо в образах и символах. Ну и также на этапе обобщения материала, закрепления. Просто состоит из изображений, которые появились в ходе урока на разных этапах. Ученики по ним обобщают материал и делают выводы. Практическая значимость. Ученики учатся думать, творить, высказывать свою точку зрения и защищать ее. Развивается зрительная память, связанная речь, коммуникативные способности, навыки работы с информацией. Ну а также повышается мотивация к изучаемому предмету. И закончить сегодня наш мастер-класс мне хотелось бы словами Льва Николаевича Толстого. Если ребенок не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать